Всем привет, с вами на связи Андрей Финаш на канал TestLab. И сегодня, как вы, наверное, уже догадались по этой фаре и по цвету моей футболки, мы поговорим про Solaris. Мы поговорим про Solaris, потому что родилась тут у меня одна идея, благодаря одному очень интересному комментарию, который я прочитал недавно вот под последним своим видео, и он касался торцевого колпачка. Я решил, а почему бы не проверить вот эту теорию по поводу, влияет ли торцевой колпачок на улучшение либо ухудшение световых характеристик фары именно на фарах от Solaris. Почему на фарах от Solaris? Ну, во-первых, потому что они у меня есть. Во-вторых, потому что нет человека, наверное, на всем белом свете, который доволен бы светом фара от Solaris. Поэтому я решил, а почему бы не записать видос, не снять этот торцевой колпачок и не замерить сначала с торцевым колпачком, потом без, и не выдать вам, как говорится, уже сухие цифры и какой-то внятный, адекватный результат, который можно зафиксировать и для себя, и для вас. Поэтому, что мы будем делать? Мы замеряем световой поток фары с помощью люксметра и вот этого экрана, который сзади, с торцевым колпачком. Потом я его демонтирую, замерим световой поток после, посмотрим разницу и выясним, стоит ли заниматься этой порнухой или нет. Вообще основное назначение этой штуки – это уменьшить ослепление фары в некоторых зонах. Но зоны бывают разные. Зона бывает вот именно туда, куда светит фара, либо зона бывает сверху, снизу, слева, справа от фары, вот именно сверху, в верхней зоне. И вот для того, чтобы уменьшить освещение в этих зонах, они и применяются. Меня, как человека крайне практичного, будет на самом деле интересовать одна простая вещь. Можно ли снять этот торцевой колпачок и не увеличится ли ослепление встречных водителей, то есть не будет ли вот в точках, в которых я замеряю ослепление, повышение, сильное повышение светового потока. Если оно там будет, то несмотря ни на какую прибавку в свете, если она возможно будет, использовать такую технологию нельзя. Если ее там не будет, но мы получим прибавку в зоне, там где она должна быть, прибавку в свете, то, как говорится, must have и респект, и я сам за это проголосую. Поэтому предлагаю перейти от слов к делу, начать демонтировать торцевой колпачок и замерить уже показатели без торцевого колпачка. Итак, вот вы видите, как я опять бегаю с люксметром по своему экрану, меряю стандартную лампу. И вот здесь уже склейка пошла, потому что здесь уже я удалил торцевой колпачок и фара уже светит без него. Визуально можно увидеть, что свет становится чуть более насыщенным, чуть более широким вот именно снизу и с левой стороны. Это видно, что там появляется больше света от того, что колпачок удален. Это, в общем-то, подтверждается замерами, потому что, смотрите, по графику видно, что свет немножко расширяется, то есть левая часть вот, графика становится выше. Он, в общем-то, и в максимальной части тоже становится выше, но там прибавка поменьше, вот именно сбоку. И на следующем графике, который указывает уже на нижнюю часть экрана, там видно, насколько больше там появляется света при удаленном вот этом торцевом колпачке. Это меня тоже не может не радовать, поэтому это очень и очень хороший результат. И вот самая последняя вот эта зона, которая меня больше всего волновала, это зона вот именно ослепления. То есть точки 12, 13 и 14. Эти точки, если бы в них появилась бы очень сильная засветка, значит, можно было сразу ставить крест на эксперименте и больше эти эксперименты не проводить. Но, как я увидел, абсолютно светотеневая граница не меняется, она остается точно такой же четкой. Это очень хороший результат, то есть мы можем спокойно удалить этот колпачок и никого не начнем слепить, ну, естественно, если у нас фары отрегулированы. Итак, подводим итоги, что у нас, в общем-то, удалось получить со всего этого дела. Итог первый, который я для себя решил: свет реально улучшается. Свет улучшается где-то в среднем на 10%, но по некоторым точкам там на 30% есть увеличение. Это очень серьезно, это больше, дает увеличение больше, чем использование любых плюсовых ламп, которых я тестировал, включая одни из самых дорогих. То есть однозначно эффект есть.
Однозначно свет улучшается при использовании при демонтировании торцевого колпачка на Солярисе. Второй момент, который я выяснил, тот момент, которого я очень сильно боялся. И он, кстати, не подтвердился к моей огромной радости. Никакого ослепления встречных водителей с помощью вот этого метода с удалением колпачка не происходит. Можно смело его демонтировать, и вы никого слепить не будете, ну, при условии, если фара у вас нормально отрегулирована. Ну и последний момент, в общем-то, в итоге, делайте это или не делать. На мой взгляд, вот на этих Солярисах, то есть на довольно старых, делать стоит, но только в том случае, если вам, как говорится, не лень снимать фары, потому что вряд ли у вас получится это сделать на автомобиле. Здесь у меня все-таки фара в тестовых условиях, к ней доступ гораздо лучше, гораздо больше и гораздо удобнее, чем когда это все находится на автомобиле. Там это некая трудоемкость, то есть это, в общем-то, для тех кулибинов, которым не лень поковыряться. Но они могут спокойно ковыряться, зная, что эффект действительно есть, и они ковыряются не просто так. Касаемо удаления торцевых колпачков на фарах H7 и на фарах других автомобилей. Ребят, тут мне очень сложно говорить. Почему? Потому что я люблю проверять все практикой. Как вы заметили, весь канал, в общем-то, об этом. Протестировали, замерили и сделали какие-то выводы. Витать в облаках, просто так говорить, что вот, наверное, это так, а это, наверное, не так, я не люблю. Поэтому давайте так, этот способ я рекомендую только для Соляриса. На всем остальном, на всех остальных автомобилях и особенно на лампах H7. Вот этот вопрос я не готов пока обсуждать без конкретных тестов. Если будет много комментариев или пожеланий, я найду фару с торцевыми колпачками, тоже под H7, и мы можем точно так же развлекаться, удалять колпачки, смотреть, что будет там. Поэтому данный видос прошу применять и использовать только на Солярисах. Ну, может быть, только вот следующий Солярис, у них форма фара другая, а колпачок он тот же самый. И косяки со светом, с ближним, с дальним, у них те же самые. То есть видно, что отражатель абсолютно тот же самый. Поэтому, ребята, еще раз повторюсь, давайте все это использовать для Солярисов. Во всем остальном, как говорится, используйте это только на свой страх и риск. Я вам это, как говорится, не гарантирую положительный результат в вашем конкретном случае. Потому что положительный результат в моем конкретном случае был на фарах от Солярис. Надеюсь, вы это поняли. Надеюсь, тему про то, как можно улучшить свет на Солярисах, не меняя лампы, я раскрыл. Если какие-то есть вопросы, пишите в комментариях, я, безусловно, на них буду отвечать, как-то конкретизировать. Если эта информация была вам полезна, ставьте лайк. Если она была бесполезна, либо вы считаете, что все должно быть по-другому, не стесняйтесь, ставьте дизлайк. Ну а с вами был, как всегда, Андрей Финашин, и до новых видео!